Я приветствую всех на моем канале. И в сегодняшнем видео мы займемся восстановлением телескопа. Желаю приятного просмотра. К этому телескопу у меня имеются практически все запчасти, кроме трубы. Имеется окуляр, искатель, главное зеркало, диагональная, вилка. Судя по креплению главного зеркала к трубе, выглядит так, что диаметр трубы должен был быть приблизительно 120 мм в диаметре. Поэтому было решено изготовить разгрузку главного зеркала с диаметром под трубу, которую я буду использовать. В строительном магазине я нашел канализационную трубу диаметром 110 мм. Под эту трубу я и буду изготавливать разгрузку. Также у меня имеется немаловажная деталь от этого телескопа. Это штатив, который временно служит штативом для телефона. Приступлю к разборке разгрузок зеркал и надежно уберу их, чтобы не повредить зеркальную поверхность. Сниму необходимые размеры с этого зеркала. То есть мне нужно знать диаметр зеркала, толщину его и фокусное расстояние. Фокусное расстояние буду замерять самым примитивным способом. Добьюсь четкого отражения солнца на импровизированном экране и затем замерю расстояние от зеркала до экрана. Зная толщину и диаметр главного зеркала, теперь можно приступить к чертежам разгрузки главного зеркала. Из 3-миллиметровой пластины мне нужно будет вырезать круг. Но для начала я хочу подготовить все детали, которые мне понадобятся для работы. Мне понадобится 3 одинаковой жесткости и одинаковой длины пружины. К сожалению, я не нашел 3 пружины. Скорее всего, мне придется резать из одной длинной пружины 3 одинаковые длины. Также у меня не оказалось нужного диаметра фрезы. Планирую сделать отверстие 30 мм в диаметре, но и в магазине не оказалось нужного размера, пришлось брать на 1 мм меньше.
На всякий случай заглянул к пружинам, но и здесь не оказалось нужного мне размерчика. Как я и планировал, придется резать из одной длины 3 короткие. Измерю внутренний диаметр трубы, эти же размеры перенесу на пластину, вырежу с помощью болгарки и затем с помощью токарного станка расточу до нужного мне диаметра. Таких круга мне понадобится 2, но разберусь сначала с одним. Вырежу отверстие 30 мм, точнее сказать уже 29, с помощью которого я буду закреплять эту заготовку в токарном станке на разжим. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Растачиваю на токарном до нужного диаметра. Обкатываюсь и буду обрезать лишнее. Почему обрезаю на фрезере, а не болгаркой? Потому что на фрезере у меня есть делительная головка, с ней получится намного точнее и аккуратнее. Также с помощью делительной головки просверлю все отверстия.
Из-за большой шайбы не все отверстия удалось просверлить. Сделаю отверстие на сверлильном станке. Перейдем к креплениям, которые будут удерживать всю разгрузку в трубе. Лишнее обрежем и обработаем на токарном станке. Каждая ножка будет крепиться к пластине двумя винтами. Можно было бы и оставить и так, но я решил немножко убрать лишний вес. Теперь займемся второй частью разгрузки. Все точно так же. Делаю разметку, обрезаю болгаркой, растачиваю на токарном станке и затем перехожу на фрезерный. Когда убираешь стружку с токарного без перчаток,
Использую респираторную маску. И глаза, и дыхательные пути защищены. С этой пластиной закрепляться на станок буду немножечко другим способом. Также обкатываюсь, обрезаю лишнее и рассверливаю отверстие. Одно отверстие попало прямо под срез. Придется его переместить на другое место. На это место перенесу те отверстия, которые попали под срез.
шабером счищу краску. Она здесь абсолютно не нужна. Забыл, что шляпки чуть большего диаметра, чем шпильки. Придется вернуться к фрезерному станку. Согласно таблице из книги Сикорука, разгрузку можно сделать для этого зеркала на 3 точки. Этим я сейчас и займусь. Мне нужно будет вырезать 3 шайбы. Чтобы все 3 шайбы были одинаковые, сделаю приспособление, с помощью которого я их и расточу. Или стоял, любовался, или отдыхал, что-то уже не помню.
Вот и готовы шайбы. Устанавливаю 3 опорные точки, на которых будет располагаться зеркало. Для соединения двух частей разгрузки подготовлю 3 болтика М6. Ну вот, уже что-то. Но это еще не все. Еще предстоит много работы. Не терпится примерить зеркало. Далее нам нужно будет изготовить 3 боковых крепления зеркала, которые будут фиксировать зеркало ровно по центру и не давать ему выпасть. Равняю спил, срезаю одну грань, затем просверлю отверстие по центру и нарежу резьбу для винта М4. И так 3 раза. Контролирую размеры всех 3 деталей. Выставляю вращающийся патрон точно по центру патрона делительной головки. Сверлю отверстие во всех 3 деталях и нарезаю резьбу М4.
Для нарезания резьбы пользуюсь оливковым маслом. Вот такая вот деталюшечка получилась. Ставлю на свои места боковые крепления. Пробую закрепить зеркало винтиками. Закручиваю слегка. Под винтики еще нужно будет изготовить мягкие прокладки, чтобы винты не царапали зеркало. Вот такая получилась красота. Полностью разбираю разгрузку, обезжириваю ее, то есть готовлю к покраске. Когда покупал краску, мне сказали, что это краска матовая. Будем надеяться. Но судя по зеркальному отражению на деталях, по-моему, нет. Для начала дождусь, когда краска полностью высохнет, и попробую заматировать поверхность с помощью наждачной бумаги. Если это не поможет, то буду искать другую краску и перекрашивать. Взял наждачную бумагу зернистость 600. Матовая поверхность получилась, но все равно не так, как хотелось бы. Скорее всего, я буду ее перекрашивать.
хотелось немножко рассказать про эту систему разгрузки. Система мне очень понравилась своей простотой юстировки зеркала. Эту систему я увидел на Астрофоруме. Там один парень и предложил эту систему. По-моему, его зовут Михаил, но я могу ошибаться. Система удобна тем, что здесь отсутствуют поджимные винты. Вместо них установлены 3 жесткие пружины между двумя частями разгрузки. Та часть, которая прикреплена к трубе, остается неподвижной, а вторая часть, там где располагается зеркало, за счет 3 винтов меняет свой наклон. Работа с разгрузкой главного зеркала закончена. На этом этапе я закончу это видео. В следующем видео мы займемся трубой и даже попробуем что-нибудь увидеть в телескоп. Я благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца, и всем пока.